Итак, в этом уроке мы с вами разберемся с электронным реле, которое нам будет автоматически регулировать подачу воды и также защищать насос от сухого хода. Марка этого реле обозначается как BRIO 2000. Предназначена она для автоматического включения и выключения электрического насоса при падении давления, то есть при открытии крана, и прекращении потока через систему, то есть когда вы закрываете кран, соответственно, она выключает этот насос. Более того, BRIO 2000 отключает насос и при отсутствии потока воды, то есть предотвращая при этом работу насоса без воды. Рекомендуется использовать BRIO 2000 в системах водоснабжения, в которых отсутствуют взвешенные частицы. Если это невозможно, то следует, конечно, установить фильтр на входе в устройство. Перед установкой обязательно, конечно, ознакомьтесь с инструкцией. При подключении в систему устройство включается через 15 секунд. Все последующие включения устройства происходят при снижении давления в системе, то есть при открытии крана до установленного значения. В традиционной системе водоснабжения с реле давления и гидроаккумулирующим баком насос отключается при достижении определенного давления. В противоположном этому в BRIO 2000 насос отключается при снижении потока ниже минимального значения. При достижении минимального потока происходит задержка выключения от 7 до 15 секунд. Логика в этом простая, то есть эта функция сокращает количество включения насоса для того, чтобы предотвратить ранний выход из строя вашего насоса. Одно из основных достоинств этого устройства – это управление насосом без гидроаккумулирующего бака. Также можно без реле давления. Такой способ лучше использовать при долговременных водоразборах, то есть это поливе огорода, перекачки из емкости в емкость и в других похожих случаях, а также с целью экономии места в помещении или при ямке, где нет возможности поставить насосную станцию целиком. BRIO 2000 также может использоваться с гидроаккумулирующим баком и с реле автоматики, то есть с реле давлением. Давайте рассмотрим более подробно каждый случай. Значит, с гидроаккумулирующим баком и реле давления в этом случае максимальное давление воды в системе будет задаваться на реле давления, то есть на том реле, которое установлено на самой станции насосной. А минимальное давление, то есть при давлении, при котором будет включаться, уже на электронном реле BRIO 2000. При этом настройку нужно сделать так, чтобы минимальное давление включения было меньше, чем давление выключения на реле давления. Подключение производится следующим образом. Сетевое напряжение поступает на контакты BRIO 2000. С контактов BRIO 2000 питание уже подается на реле давления и с реле непосредственно на насос. Таким образом цепочка завязывается и автоматически будет управляться насосом на включение и на выключение. Второй случай, когда мы устанавливаем с гидроаккумулирующим баком, но без реле давления. В этом случае минимальное давление выставляется на BRIO специальным винтом. Давление включения должно быть чуть больше минимального давления, указанного на корпусе насоса. Выключается насос при достижении максимального давления в системе, которое может создать сам насос. То есть, если вы закрыли кран, насколько возможно насос выдаст максимальное вам давление и потом выключится. Само BRIO 2000 устанавливается в любом месте системы после насоса перед гидроаккумулирующим баком до первой точки разбора воды. Направление стрелки на корпусе устройства должно совпадать с направлением движения воды в системе водоснабжения. Также проверьте герметичность всех соединений. Если вы используете насос с максимальным давлением более 10 атмосфер, установите на входе редуктор давления, потому что само электронное реле BRIO 2000 рассчитано только до 10 атмосфер.
Минимальное рабочее давление установлено на заводе в 1,5 атмосферы, что в принципе является оптимальным значением для большинства применений. Минимальное рабочее давление может быть отрегулировано в случае необходимости путем вращения отверткой винта. При сливе воды из системы, например, в зимнее время, необходимо учесть, что в самом электронном реле имеется уже встроенный обратный клапан. А для обеспечения корректной работы Brio 2000 максимальное давление насоса должно быть по крайней мере на 0,6 атмосфер выше, чем минимальное рабочее давление Brio. Ну, еще кое-какие рекомендации, то есть при монтаже не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы не повредить пластмассовый корпус, и используйте тефлонную ленту для герметизации при присоединении к водопроводу. В случае, если у вас уровень воды источника ниже места расположения насоса, то на всасывающей магистрали должен обязательно быть оборудован обратный клапан для того, чтобы всегда находилась вода в насосе. Значит, перед включением заполните всасывающую магистраль водой, включите подачу электричества, и когда насос выключится, откройте кран, расположенный уже после насоса, то есть непосредственно на полив или где у вас идет первый водоразбор. Еще здесь такой нюанс: в этом электронном реле установлена защита от сухого ухода. Если вдруг загорелась красная лампочка при выключенном насосе, в случае срабатывания системы защиты от сухого ухода. Для перезапуска системы необходимо нажать кнопку Reset после проверки наличия воды в системе. Вот таким вот образом выглядит само электронное реле. То есть, как вы видите, пластмассовый корпус, вход и выход. И также здесь еще расположен у нас манометр для того, чтобы контролировать само давление в системе водоснабжения. Что еще здесь есть? У него здесь есть две лампочки. Первая лампочка показывает напряжение питания, то есть электросеть подключена или не подключена. А вторая лампочка — это аварийного красного цвета. Это защита от сухого ухода. Включается тогда, когда нету воды на входе в насос. И кнопочка сброса либо Reset. Если у вас вдруг случилась авария и сработал сухой ход, необходимо проверить наличие воды в самой системе, чтобы насос был заполнен, и потом произвести сброс этой ошибки, то есть нажать на эту кнопку Reset. Давайте теперь с вами схематично разберемся, что, зачем и почему. На схеме у нас указан сам насос. Электронное реле устанавливается на трубопроводе после насоса, как мы увидим, вот выходной патрубок после насоса, и пошел уже водопровод. Как в рекомендациях я уже говорил, он может устанавливаться в любом месте после насоса до первого водоразбора. Само реле присоединяется к трубопроводу за счет своих присоединительных резьбовых соединений. Давайте посмотрим, что у него находится внутри. Вам необходимо знать вот эти вот соединения. Сюда у вас подается электрическое питание. Если судить, вот она у вас розетка и подключение вот в этом месте. С обратной стороны у вас уже вот выход электрического питания непосредственно на насос. Если у вас еще будет стоять реле давления, то с этого питания идет на реле давления, а потом уже непосредственно идет на питание насоса. И последний нюанс, который вам необходимо будет, это вот этот вот регулятор, с помощью которого можно регулировать минимальное давление в системе водоснабжения, то есть при том давлении, которое будет включаться сам насос. Это давление можно регулировать отверткой. Еще раз хочу повториться, что это электронное реле у вас только включает насос при минимальном давлении. То есть вы открыли кран, давление у вас в системе упало до того положения, которое у вас отрегулировано вот на этом регуляторе, насос включился. Выключаться насос будет без дополнительного оборудования только в том случае, когда вы закроете кран и прекратится проток воды через трубопровод. В этом случае насос
достигает максимального давления и выключается. Вот здесь вот небольшой минус этого реле, то что могут быть перепады давления в системе водоснабжения. Это очень сильно влияет на то, что если, например, у вас он установлен на систему водоснабжения дома, и вы включаете душ, начинаются перепады давления, и тогда уже будут резкий контраст воды, то холодная, то горячая, может плохо перемешиваться из-за того, что давление неравномерно. Если вы это реле применяете с насосом для полива огорода, либо для долговременного использования открытого крана, то в принципе это реле вам подойдет. Еще раз хочу повториться, что в заводских условиях вот этот вот регулятор установлен на давление 1,5 атмосферы. Так что имейте в виду, чтобы у вас не получилось так, что вы подключили насос, он может не включаться. Минимальное давление на насосе, если будет ниже, чем это, естественно, он не будет включаться. Ну и на последней фотографии мы разберемся, то есть мы видим сам насос, непосредственно вкручено уже электронное реле, потом идет переходник пятерной и само реле давления. То есть это максимально оборудованная схема. Как я уже рассказывал, питание подходит к электронному реле, после электронного реле уже на реле давления и потом непосредственно уже управление насосом. В этом случае вам можно будет тогда регулировать давление и по минимальному, и по максимальному. То есть электронное реле вам включает насос при минимальном давлении, какое вы выставите именно здесь на регуляторе, и выключает насос уже при давлении, которое выставлено вот этой пружинкой на реле давления. Вот такие вот схемы подключения существуют. В принципе, мы разобрали все, что хотели, поэтому удачи вам и всего хорошего.